Валикоджан, я тебе одну умную вещь спрошу. Только ты не обижайся, пожалуйста. Почему все грузины так на итальянцев похожи? Чё? Суп харчо? Ощущений. Ай, харчо так харчо. Говяжья грудинка есть, баранья грудинка есть, кинзы есть, хмели-сунели есть, лук есть, клапи есть, рис есть, чеснок есть и даже орехи есть. Мамой клянусь, мы сегодня будем кушать харчо. Вот баранья грудинка, что значит разумно мясо устроено? Ты посмотри, у нее весь жир снаружи. Ее прямо вот так в казан клади, нагрев сильно не надо, жир сам выходит. Жир выходит, на этом жире остальное мясо поджарить можно. Вот говяжья грудинка устроена совсем по-другому. Ты посмотри, где у нее жир. Жир у нее вот здесь, внутри. Мы его ножом открываем. Кусочки грудинки надо так порезать, чтобы они в супе красиво лежали. Посмотри, какая грудинка. Вах! Если мясо жесткое, когда режешь, значит бычок крепкий был, тренированный. Такое мясо в супе вкусно будет. Жирненькие кусочки вперед. Кусочки грудинки с косточкой сверху положим. Пусть тоже греются. Они согреются, потому что я сейчас этот казан крышкой накрою. Огонь маленький, 10%, 15%. Под крышкой хватит. Пусть мясо прогреется, в собственном соку потушится. Вот сливы сварились. Слива очень важный ингредиент для настоящего грузинского супа харчо. Вах! Смотри какая! Зелененькая, аж прозрачная. И вот так протираем, вот так протираем. Косточки, шкурки, все у меня здесь останутся. Вниз пройдет только соус. Его упаривают, кто-то его приправляет. Кемали получается. Но люди разные. Некоторые ленятся делать кемали, у некоторых нет кемали, а они все равно говорят: хочу харчо. Такие люди берут и заменяют кемали помидорами, томатной пастой. Ох, как вкусно! Просто неожиданно вкусно. Пусть постоит в сторонке. Нам пора лук к мясу закладывать. На мясо посмотрите. Оно уже наполовину готовое. А снизу, посмотрите как, подрумянилось. Это хорошо. Мы теперь прибавим огня, добавим луку. Пусть лишний сок выпаривается, и пусть кусочки мяса слегка подрумянятся. Вы меня послушайте. В книгах пишут 10 минут, 15 минут. Не по времени надо судить, по результату надо судить. Надо, чтобы вот этот лук начал практически растворяться. Вот тогда будет самое время для того, чтобы залить в харчо воду. 7-8 стаканов
на 2-2,5 килограмма грудинки. Вот так кипеть должно час, может быть 1,5. Все зависит от мяса. Но, конечно, прежде чем оставлять кастрюлю на огне, необходимо снять пену. Посмотрите, бульон каким стал. Вообще говоря, для харчо прозрачный бульон не нужен. Но у нас он сам собой таким получился. Ничего, это дело поправимое. Вот сейчас мы опустим наш харчо. Сначала рис. Теперь молотые грецкие орехи. Если будете читать книги по грузинской кухне, то грецкий орех не во всех рецептах харчо встречается. Можно сказать, через один. Но я решил добавить. Кажется, мы суп даже не солили. Вот самое время. Вы же понимаете, каким должен быть харчо? Он должен быть не только сытным, как у нас уже он получается. Он должен быть еще и пряным. Он должен быть еще и слегка острым. Он должен иметь богатый аромат. И мы сейчас готовим заправку для нашего харчо. Для начала нарезаем петрушку. А к петрушке добавляем кинзу. Но петрушка и кинза – это еще не все. Должно быть немного перца. Вот такой красный перец умеренной остроты я опускаю в суп целиком. Потом, кому из мужчин понадобится, возьмут, откроют, выдавят оттуда остроту, добавят. А на общий суп я добавляю вот такой-то ниже среднего острота, но вкус у него приятный, у этого перчика. Вот столько, я думаю, хватит вполне. Меня очень удивляют люди, которые говорят, что у них не получается приготовить вкусный суп. Как это суп можно приготовить невкусный? В суп всегда можно добавить то, что хочешь. В суп всегда можно выправить на вкус тем, чем ты хочешь. Только убрать что-то лишнее из супа невозможно. Вот, например, насыпешь много соли, как ее назад заберешь? И если нальешь очень много вот этой протертой тклапи, ткемали, тоже назад не заберешь. Поэтому я положу сначала половину, попробую, если будет не хватать, добавлю. Мясо, по сути дела, сладкий продукт. Лук, которого здесь порядком, тоже сладкий. Рис сладкий, грецкий орех сладкий. Ну что-то, в конце концов, должно быть кислым. Ха! Лей всю, не жалей! Знаете, что делают, когда нет вот таких свежих зеленых плодов? На рынке не случайно продают лавашану. То есть очень похоже на лаваш, фруктовую пастилу. Есть из клапи, есть из чего угодно. Берешь ее, режешь некрупно, кладешь в пиалу, заливаешь теплой водой. Она размокает. Получается точно такая же паста. Всегда можно добавить лавашану и подправить вкус в необходимую сторону. А можно и просто с лавашаной готовить. В конце концов, если у вас на рынке и лавашану не продают, ну тогда идите в супермаркет. Там непременно продают ткемали. Берите ткемали и готовьте харчо с ткемали. В ткемали еще и специи есть. А мне специи сейчас придется добавлять. До конца приготовления супа харчо осталось 15 минут. И значит, сейчас мы закладываем всю зелень, весь острый перчик, а еще чеснок,
целая головка рубленого чеснока. Понимаете, какого цвета выйдет наше харчо? Оно выйдет фактически зеленое. Я это предусмотрел и поэтому подготовил красный сладкий болгарский перец. И вот что я вам скажу. В книгах по грузинской кухне, написанных более 60 лет тому назад, болгарский перец не встречается ни в одном харчо. А в современных встречается очень часто. Вы понимаете, как вот на наших глазах, фактически за период вот моей жизни, меняется народная кухня. И я охотно добавлю сюда болгарский перец. Мне кажется, что будет очень уместно. Зелененькое плюс красненькое будет, по крайней мере, красиво. Дорогие друзья, если я что-то и сделал в своей жизни хорошее, то это кулинарные книги, которые я написал. Вот эти две занимали первые места на международных конкурсах, но дело даже не в этом. Когда их даешь кому-либо в руки, люди берут и говорят, дорого стоит, 8 или 10. То есть люди оценивают их в 3 раза дороже, чем они стоят на самом деле. Но сегодня у меня для вас отличная новость. Скоро наступает летний сезон. Нужно будет готовить что? Шашлык. Для этого есть книжка «Мангал». Те, кто покупает книжку «Мангал» вместе с книгой «Казан», шикарная книга, между прочим, получают абсолютно уникальную книгу о марокканской кухне совершенно бесплатно. Знаете, что такое марокканская кухня? Кто полюбил узбекскую, кто полюбил азербайджанскую, тот полюбит и марокканскую. Потому что это как бы продолжение тех же самых блюд, только с абсолютно другим вкусом. Готовится очень просто. Готовится из тех же самых продуктов, из которых и мы в основном готовим, и с теми же самыми специями, что продаются у нас повсюду. Но получается что-то новое. А кулинария и есть наука о новых блюдах. Итак, «Мангал», книга «Казан», и вы получаете книгу «Таджин Кускус» о марокканской кухне. Совершенно бесплатно. Сама по себе эта книга стоит 3000 рублей. Но это еще не все. Вот здесь у меня есть книжка «Счастье кулинара». Во многом эта книга автобиографическая. Она о моем кулинарном становлении. Что я любил в детстве, что мы с супругой готовили в молодости, что мы любим готовить сейчас. Это книга о нашей семейной кухне. Но, разумеется, моя самая большая любовь – это плов. Итого, книга «Плов» и книга «Счастье кулинара». Кто покупает их вместе, получает книгу про марокканскую кухню опять бесплатно. Книги можно заказать с автографом. Вот эта книга нынче чемпион по продажам, потому что это самая новая книга, составленная по рецептам, которые вы выбрали. Вы смотрели эти рецепты больше всего в Ютубе, вы их чаще всего лайкали, вы чаще всего подписывали, просмотрев ролики с этими рецептами. 75 уникальных, самых вкусных рецептов вот здесь. Помимо этого, я хотел бы предложить вам очень интересную книгу о чеченской кухне. Эта книга так и называется «Кухня чеченского народа». Шикарный том. Опять-таки, что-то новенькое. Не то, что вы готовите всегда. Хотите развиваться дальше? Хотите узнавать что-то новое? Вот она. Книга о чеченской кухне. Кавказ, что может быть лучше? Лучше может быть только книга о баранине. Книга «Казан-баран» и моя самая первая книга, которая продается уже 17 лет. «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Так любит ее народ, что каждый год приходится допечатывать тиражи. К слову говоря, книга «Таджин Кускус» только кажется маленькой. На самом деле она чуть-чуть больше, чуть-чуть шире, чем книга «Казан-мангал». Вот она насколько больше. Вот она насколько шире. Точно такая же по толщине, отпечатанная на роскошной бумаге. Если кто-то захочет купить вот эти две книги, «Казан» и «Плов», разумеется, тому человеку я тоже подарю книгу «Таджин Кускус» совершенно бесплатно. А если кто-то захочет купить 3 книги о чеченской кухне, а так часто бывает,
Люди покупают сразу несколько книг, а потом просят меня: эту книгу подпиши для Сергея, эту книгу подпиши для Рустама, эту книгу подпиши для Бориса. И все, у этого человека решен вопрос с подарками. Итак, хотите ли вы купить что-то для себя, хотите ли вы купить что-то в подарок друзьям, всегда есть выбор. Одну книгу берете себе, одну книгу другу, третью получаете бесплатно. Заходите в мой магазин stalik.ru. Книги мы знаете, как упаковываем? Во-первых, картонная коробка. Во-вторых, обязательно пузырчатая пленка. И только потом пакетик, в котором вам эту книгу и доставят. Все книги доставляют в идеальном состоянии. Не помятые, не порванные, как это бывает очень часто, к сожалению, в маркетплейсах. Я поэтому и решил, что больше мои книги в маркетплейсах продаваться не будут. Эксклюзивный продавец моих книг – мой магазин, где все под моим контролем – stalik.ru. Ссылка в описании. Книги по грузинской кухне интересно написано, слушайте. Говорит, добавьте сухие сунели. Какие такие сухие сунели? А что означает грузинское слово сунели? Ну-ка вы мне в комментариях напишите, пожалуйста. Потому что я не знаю, что делать. Беру и добавляю хмели сунели. То, что у меня есть, то и добавляю. Помню, дело было еще до Московской Олимпиады. Был я студентом и захожу в какое-то кафе на Варшавском шоссе. Тогда была в моде сценка, по телевизору часто показывали. В ней какой-то актер постоянно говорил: «Хочу харчо, хочу харчо». Ну, зашел я, 5 рублей у меня есть, лишние. В ресторан, сел за столик, официант подходит, а я типа как шучу. Говорю: «Хочу харчо». Он и несет мне харчо. Это был первый раз, когда я попробовал харчо. В Тбилиси и в Грузии я его не пробовал. Потому что в Тбилиси я был, когда мне было 5 лет. Мы туда с отцом прилетели, мне в Тбилиси очень понравилось. В Тбилиси все мужчины ходили в черных, красивых, наглаженных костюмах и в белых рубашках. Точно как мой папа на работу ходил. Мне соседки, маленькому ребенку, говорили: «Сталик, какой твой папа культурный человек». Но я подумал, что культурный человек – это тот, кто одевается в черные костюмы и белые рубашки и хорошие модные галстуки. И говорю я папе: «Папа, а вот грузины намного культурнее, чем наши узбеки». Он говорит: «Почему ты так говоришь?» Ну, посмотри, они все в красивых черных костюмах, как у тебя. А наши узбеки ходят в чапанах и тюбетейках, допушках. И тогда отец сказал мне фразу, которую я понял, может быть, спустя лет 35 или 40. Он сказал: «Потому что у наших узбеков культура очень сильная». Вот культура одежды в 60-е годы в Тбилиси уже исчезала. Но культура еды, культура грузинской кухни жива и поныне здравствует, снова входит в моду. В Москве все больше открывается новых грузинских ресторанов. Ну, сейчас, да, все были закрыты. Вот увидите, пройдет этот карантин, какие рестораны будут открываться первыми. Однако же моя цель, моя задача состоит не в том, чтобы вы, мои дорогие зрители, ходили по ресторанам. Я хочу, чтобы вы готовили для себя и для своих родных дома. Для того, чтобы у вас в доме всегда пахло вкусной едой. Для того, чтобы у вас дома стояли чудесные ароматы. Чтобы если гости зашли, сказали: «Ой, чем это так вкусно пахнет?» Чтобы когда дети со школы прибегали, говорили: «Мама, папа, налейте мне этого харчо поскорее». Не знаю, харчо вы будете готовить, борщ вы будете готовить, шурпу вы будете готовить, плов вы будете готовить. Что бы вы ни готовили, мои дорогие,
самое главное, чтобы вы всегда могли сказать друг другу: дорогие мои, приятного аппетита! Дорогие друзья, вот здесь вы можете подписаться на наш канал. Вот здесь вы можете заказать книги с автографом. Если вам не нужны книги с автографом, но вам понравился сегодняшний сюжет, поставьте лайк. Вот здесь есть еще один сюжет, который вам, точно говорю, понравится. А вот здесь другой сюжет, который поможет понять сегодняшнюю тему.